Всем привет, это Тоня, добро пожаловать на мой канал. И так как большинству понравилось видео, где я показывала свое утро в Корее, то сегодня я покажу вам свой обычный вечер в Корее. Так что поехали! Ну и сразу для тех, кто не в курсе, это не что-то прилипло у меня, а это специальные патчи, которые способствуют более быстрому заживлению прыщей. Обычно мой вечер начинается с уроков по корейскому. Иногда они занимают целый вечер, а также начинаются с обеда. Ну, сегодня я взяла именно тот день, когда у меня всего один урок, чтобы я могла показать вам более свободный мой вечер. Вообще я не считаю свои уроки корейского языка какой-то серьезной подработкой или серьезным видом деятельности. Я просто стараюсь помочь людям, которые изучают корейский язык на начальных этапах, помочь им разобраться с корейским языком, вникнуть в его суть, начать как можно быстрее использовать его и говорить на нем. Я сама проходила через множество проб и ошибок, когда училась на курсах корейского языка, поэтому у меня сложилось какое-то свое видение наиболее продуктивного способа изучения, которым, собственно говоря, я и делюсь. Не знаю зачем, может быть вам будет интересно, я решила показать книжки изнутри. После того, как уроки заканчиваются, я начинаю потихоньку готовиться к ужину. Сегодня у нас на ужин будет чеюкбоккум, это жарено-тушеное в сладко-остром соусе мясо свиньи. Кстати, я его купила очень выгодно, за 740 грамм, всего за 4500. Мясо в Корее, безусловно, дорогое, дороже, чем в России и странах СНГ, но если следовать каким-то акциям, скидкам, например, вот от нашего супермаркета, который находится недалеко от нас, постоянно раздают вот такие брошюрки, в которых видно акции по дням, по неделям, поэтому можно выгодно купить тот или иной продукт. Кстати, в интернете много информации о том, что в Корее намного выгоднее кушать где-то в едальнях, чем дома. И это отчасти правда, отчасти нет. Я бы сказала 50 на 50. Какие-то сложные блюда, которые сложно приготовить дома, либо они требуют большого количества каких-то продуктов, большого затраченного времени, их действительно проще заказывать на дом, либо кушать где-то в едальнях. Например, знаменитая курочка в панировке. Для этого нужно и много масла, и нужно повозиться с курицей, и остается не очень приятный запах от масла. Поэтому курица в панировке обычно всегда заказывается с доставкой. Или, например, самгёпсаль. Сходить пожарить мясо намного выгоднее в едальне, потому что помимо самого мяса, которое еще и на углях, дома вы угли где достанете, приносит еще очень много разных салатиков, закусок, маринадов, супчиков. То есть да, конечно, это можно все приготовить дома, но настолько много дополнительных закусок и дополнительных блюд приносят, что дома на приготовление этого всего потребуется 1,5-2 часа. Ну а пока я поставила рис, в это время приходит с работы Юнсоп. И, конечно же, сразу идет в душ. Ну а я
Пока он моется, начинаю готовить нам ужин. Ну а возвращаясь к разговору про едальни, поэтому и получается, что какие-то сложные блюда действительно выгоднее есть в едальне, если это какие-то бадьи с мясом, которое нужно варить, наваривать бульон в течение 2–3 часов. Такое да, но при этом очень много разных рецептов, более простых, более домашних. Поэтому, когда люди создают новую семью, а если там еще появляются дети, тем более, то корейцы абсолютно так же, как другие, очень часто готовят дома. То есть это более какие-то простые, вот, например, то, что я готовлю сегодня, не составляет труда. Нужно смешать яммен соус, перемешать все это с мясом, с овощами и потушить все вместе, подать с рисом. Это достаточно очень быстро делается. Вот такой вот сегодня получился простой корейский домашний ужин. Очень вкусно наелись, после еды намыли всю кухню. За разговорами пролетело время и наступил поздний вечер. Вечером я либо принимаю душ, либо если никуда не ходила и весь день была дома, то просто умываюсь. Обязательное очищение лица, двухэтапное, гидрофильное масло и пенка. Также по вечерам, конечно, не каждый, но я делаю маски для лица, для того, чтобы придать коже упругости, напитать ее влагой и привести в более нормальный вид. Вечера у нас на самом деле очень разные обычно, поэтому показать типичный вечер очень сложно, но в последнее время мы очень часто вечером хотя бы разок играем в Battleground. Иногда вечер проходит за интересным фильмом, иногда мы гуляем под вечер, но, собственно говоря, вот так и подходит дело ко сну.
Ложиться мы стараемся до 12 часов. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех очень люблю-люблю. Пока-пока.